Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером собрались для того, чтобы встретиться со Степаном Димурой. И он на связи. Степан Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо, что поддерживаете наши разговоры. Сегодня действительно очень специфический будет эфир, потому что, знаете, вот эти все моменты, ну, это нам не присуще на самом деле, вот это вот «а я же говорил», но тем не менее, да, вот будем всячески делать отсылки к тому, что было по нашим четвергам. Если поддерживайте, тогда поддержите Димуру, телеграм-канал Степана Геннадьевича в описании к этому видео. Также, конечно же, переходите на его курсы, лекции, вебинары, ссылка отдельно прикреплена, поэтому загляните, поинтересуйтесь. Ну и, конечно, спасибо всем за поддержку. Это очень просто сделать, там куча способов, да, и закрытый клуб зрителей Шелеста, оттуда будут вопросы в конце, и, конечно же, вопросы прозвучат из сообщества YouTube. Лайк — ваша главная поддержка. QR-код, который видите на экране, возможность прямо на экран вывести свой вопрос, мысли, ну и, в общем-то, сообщение. Начнем традиционно, как всегда, с опроса нашего эфира, и в чате трансляции он уже есть. Помогут ли санкции Трампа остановить войну по линии боевого соприкосновения? Вот такой простой, незамысловатый опрос. Варианты. Да, война станет дороже для всех, поэтому, судя по всему, это вот стратегически такой шаг к этому ведет. Нет, мертвому припарка. Да, когда ЛБС будет где нужно Российской Федерации. То есть это своеобразная отсрочка. Мол, воюйте сколько сможете. Вот вам, пожалуйста. Ну, еще один вариант. Он ввел, чтобы героически снять. Это вообще в духе Трампа, в духе времени, потому что у нас даже эфир сегодня называется «Peace Deal». Это вам не мешки выворочать. Степан Геннадьевич, как бы проголосовали? Много и долго пис Дилин. Ну, я реально, наверное, между вторым и третьим, но четвертый исключать нельзя. Это да, четвертый исключать нельзя. Друзья, проголосуйте и вы. Тоже очень интересно, как в конце распределяться голоса. Ну, вообще, конечно, интересно выглядят санкции против Роснефти и Лукойла. Скажите, насколько серьезный удар по военным возможностям, экономическим возможностям Российской Федерации? И уже ведь сегодня на протяжении дня сыплятся новости о том, что Индия там чего-то приостанавливает, даже китайские компании тоже чего-то приостанавливают. В общем, все ждут, все переглядываются, а нефть, я так понимаю, никуда российская не идет. Что думаете по поводу этого решения? Чем оно мотивировано? Ну, санкции, во-первых, там, по-моему, месяц дается, да, на прекращение всех контрактов и взаимоотношений. Поэтому российская нефть пока что как шла, как идет. Причем я думаю, что сейчас даже возможен всплеск ее покупки. Ну, это не первый раз, на самом деле, такая ситуация складывается. И те же индусы, те же китайцы тоже сначала там осматривались, присматривались, поскольку санкции носят, ну, в санкционный пакет включены вторичные санкции. Я думаю, что в основном это грозит, конечно, зарубежным активам Лукойла и Роснефти, что у них там осталось. Потому что это, ну, стоп-лист. Да? Поэтому будет конфискация, заморозка всех активов, счетов и тому подобное. Усложнятся транзакции. Но, как показывает, то есть они станут дороже. Но, как показывает практика, вот на все эти санкции был ответ найден где-то, ну, через 3-4 месяца. Это первое, да, удорожается логистика, удорожается страхование, транзакционные издержки растут, но, тем не менее, через 3-4 месяца обычно поставки нарастали. Но здесь же ведь главное даже не то, какие санкции вводят, а как следят за соблюдением этих санкций, за выполнением этих санкций. Ну, как было достаточно количество случаев, когда американцы и европейцы вводили санкции. Какое-то время все боялись, потом переставали бояться. А в это время американцы спокойно отслеживали все цепочки, финансовые цепочки поставок, всю логистику. И через несколько месяцев просто выкатывали санкции на тех, кто участвовал в поставках, например. Вторичные санкции.
Поэтому здесь еще раз, это самое важное, это соблюдение, жесткость, вернее, соблюдение вводимых санкций. Потому что уже введенных санкций, если их вот жестко соблюдать и требовать это от всех, то там мало не покажется никому. На самом деле ситуация тоже интересная складывается, потому что у пиндосов проблема с нефтепереработкой. Причем проблема не в том, что у них какие-то древние технологии, а проблема в объемах нефтепереработки. Потому что, если я не ошибаюсь, последний нефтеперерабатывающий завод они в конце, по-моему, 70-х построили. Сейчас их строить очень дорого из-за различных ограничений по выбросам. И вот эта вот зеленая повесточка делает все это дело очень дорогим. Поэтому, если, скажем так, у покупателей российской нефти, например, у индусов или китайцев, которые, да у тех же саудитов, которые покупают, потом перерабатывают и продают уже в качестве нефтепродуктов на мировом рынке, начнутся проблемы с поставкой российской нефти, то есть она вообще исчезнет, скажем, из рынка. Ну, цены на продукты переработки на дистиллят резко пойдет вверх. И в Америке то же самое пойдут резко вверх на бензин и дизель. Я думаю, безусловно, поможет деланию Америки великой. Смотрите, Поэтому сегодня посмотрим, как все это сыграет. Но удар нанесен, насколько он будет существенным, ну, только время покажет. Но я думаю, что через 3-4 месяца с возросшими транзакционными издержками все равно смогут обойти все. Смотрите, сегодня выходил Путин в прессе и, собственно, давал свой ответ на нечто. Значит, заявлено было на протяжении дня, что выйдет Трамп с каким-то ошеломляющим очередным заявлением. Он выйдет, но там Белый дом уже проанонсировал немножко позже, что это будет касаться, наверное, Венесуэлы, потому что там Да, наркоторговля, торговля людьми. да, при том, что Трамп закрыл границу на замок. Как же наркотики попадают в страну? Значит, что ответил Путин? Говорит, в общем, Трамп напоминает, это тоже очень интересно, что на своем первом сроке ввел самое большое количество санкций против России. Значит, Да, то, что, в общем, ну, опять-таки, насколько вообще реакция в России, потому что на протяжении дня выходила Захарова, собственно, мы, конечно, читали все Медведева о том, что теперь будут по украинцам, по этим бандеровским вот этим бить, как бы да, гнездам, без оглядки. Значит, шаг Путин назвал этот недружественный, попытка эскалации насчет томагавка, ну, это мы отдельно сейчас обсудим эту всю историю, когда к Зеленскому перейдем. Ну, в общем, говорит, что диалог всегда лучше продолжения войны, и вот этот саммит в Будапеште скорее не отменяется, а переносится. Как вы оцените официальную российскую реакцию на введенные санкции, как, сдержанную или ошеломляющую, или это действительно болезненный удар, не знают, как себя дальше вести, или вообще по барабану? ну, я думаю, не по барабану, да, потому что еще вчера там строили тоннели, уже, оказывается, 6 месяцев разрабатывается техника экономическое обоснование, так что, да, не по барабану. Просто меня поражает то, что был Трамп наш один, да, там, помните, Жириновский своих мальчиков брызгал шампанским, это Симонян вокруг, перед посольством на Садовом с американским флагом ездила. Чем он закончится, мы знаем. Впаяли санкции, начали поставлять, наступать на вооружение Украине. Пришел Трамп снова. Опять завели песенку «Трамп наш». С тем же самым результатом. Ну, как-то вот задаешься вопросом, что ли, адекватности геополитической оценки ситуации у властей, реально. И потом Медведев же практически расписался в том, что, в общем, давно говорилось, что мы так ждали переговоров, что мы не наносили серьезного ущерба Украине. Вы чего ждали еще раз? Каких переговоров?
Вам Трамп наш один был мало, что ли? Поэтому, ну, чтобы себе на срок не наговорить. Ну, вы поняли мое отношение, мнение по поводу реакции. Нет, ну давайте тогда будем стратегически. Ну, нет ее, понимаете, вот нет ее, вот, нет ее. Причем вот это вот, я их называю шопероиды, да, это пропаганда российская, бегают, кричат на каждом углу, что Трамп типа отказался от поставок томагавков, что Уолл-стрит это утка была, и вообще это, как сказал сам Трамп, фейк-ньюс. Никакого фейк-ньюс там нет. Уолл-стрит Journal о чем написал? Западные ракеты. Трамп вышел и сказал, не, никаких американских ракет, а что там будет вообще? Мы к этому типа отношения не имеем и тому подобное. А помните, прилетал стрёмный и тоже еще, по-моему, Макрончик или только стрёмный с папочкой к Байдену. Тоже тогда решался вопрос о немецком и британском дальнобою. Почему-то они полетели просить разрешения Байдена. Ну и, судя по всему, Wall Street Journal написал о том, что, ну да, теперь американцы не возражают против использования западных дальнобойных ракет. Поэтому доигрались ребята. Ну и Зеленский сегодня говорил, да, в Брюсселе о том, что ну, так мы будем ломать, душить, крутить, вертеть партнеров, чтобы давали томагавки, которые принадлежат странам НАТО в Европе. Слушайте, Ну, как интересно. И вообще, Трамп говорит, так и сказал. Я вообще не знаю, откуда они там берутся. Все правильно. ну, это Никто не не соврал. американские. Никаких фейк-ньюсов нет. Путин ему задавали этот вопрос, говорит, будет ошеломляющим ответом. Каким, по кому, чем? Ну, слушайте, Орешника может долбануть по заводам, тем же немецким, по тому же Джешеву. Я бы долбанул бы, подождал бы телефонного звонка, спросил бы, как они себя чувствуют, как самочувствие, настроение. Хотите еще, продолжайте в том же духе. И потом же, например, Польша и те же прибалтийские игрисы, они очень сильно зависят от поставок жиженного газа. А жиженый газ им поставляется в больших газовозах, которые используются как хранилище. Ну, есть хуситы, есть партизаны Венчории. Понимаете, ну хорошо, вы бьете по нашей переработке. Мы долбанем по вашему газу. Будем продолжать или как? Еще раз, тот, кто контролирует лестницу эскалации, побеждает в конфликте. Я пока не вижу со стороны России никакого контроля этой лестницы. Потому что, ну, да, наносится ущерб активам и экономике России. Почему он наносится? Потому что Запад не чувствует никакого еще ущерба для своей экономики, для своих активов от ведения боевых действий в Украине. Да, им необходимо, почему постоянно уже истерика идет о прекращении боевых действий на линии соприкосновения? Ну, потому что украинская армия сыпаться начала. Им необходимо сохранить Украину как более-менее боеспособную единицу, чтобы ее можно было еще как-то восстановить. Зачем? Украинскую армию. Как продолжить начатое. Нет, давайте так. Кажется, ну это так, если посмотреть очень абстрактно и очень глобально, есть определенные детали, указывающие на то, что украинскую сторону, да, сжигают. И можно, конечно, там ракеты, это, конечно, очень интересно. Ввиду того, что сколько ракет выпустила Россия по Украине за эти 3 с лишним года, ну, как-то, знаете, война не закончилась, никто не капитулировал. Откуда логика, что если условно 300, 500, да, ладно, 1000 ракет полетит по России с Украины, что россияне скажут, ой, ну нет, все, то есть, да, давайте останавливаться там по линии соприкосновения или еще Ну, как-то. Ну, то есть... это западная логика. И Мы смотрите, еще и раз. кажется, что У них Украину логика просто очень простая. сжигают, понимаете? Сжигают, перемалывают. Да, да, да. Это расходный материал. Ну что, ведется прокси-война на территории Украины. Никто это уже не скрывает.
Поэтому, чтобы, скажем так, остановить эту войну, ну, Запад должен начать нести серьезные издержки. Если, скажем так, нет желания или воли бить по Западу, ну, можно очень быстро опустить рубильник в Украине. И тогда издержки для Запада очень резко вырастут. Поможет это завершению войны? Не думаю. Не Боюсь, думаете? еще раз, Западу пофигу на Украину. Западу пофигу вообще, что происходит с Украиной. Задача нанести, нескрываемая задача нанести стратегическое поражение России. Чем больше длится война, тем больше издержек у России. У Запада, ну, исключительно издержки из-за своего, скажем, слабоумия. С энергоносителями совсем, с зеленой повесточкой и тому подобное. Ну, значит, надо для Запада резко повысить издержки. То, что сейчас происходит в Украине, это, конечно, как раз-таки и отключение от рубильника. Мы видим, возвращаются отключения электроэнергии. Они уже вернулись. Ну, тут уже можно говорить, что они теперь как бы планово и так далее. Но удары это продолжаются. Удары наносятся по ГЭС, ГРЭС и, в общем, такие достаточно болезненные удары, масштабы которых нам не говорят. Но вместе с этим тут же возникает другой момент. Вот считать ли издержками не Запада, а российской стороны привлечение финансирования активов России на территории Европы? Это вроде как Россия бомбит, уничтожает, но тут же, в общем-то, ну, за свои же деньги, да, и как-то Ну, и за ваши ремонтирует. деньги. Ну, во-первых, отремонтировать тяжело, поскольку насколько я понимаю, на высоковольтных подстанциях трансформаторы эксклюзивной советской сборки. Их таких больше не делают. Но делают где-то в России, да. А что отключает? Ну, подстанции на 750 киловольт целые. Атомные станции работают. Блоки не заглушены, не остановлены. Два энергомоста с Европой целые. Западную Украину практически вообще пока никто не трогает. Особенно. Поэтому для меня все это выглядит очень странно с российской точки зрения. Это уже открытым текстом. Еще раз я повторюсь, Путин в Китае на встрече ШОС во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, заявил, что ему было сказано с улыбкой западными партнерами после начала войны, что ну теперь либо мы, либо ты. Что здесь еще непонятно? Что это из-за непонятное СВО? Поэтому у меня больше вопросов, чем ответов. Ну, скажем так, я подозреваю. Какие ответы? Не буду говорить прямо. Какая-то непонятная история на фронте. Ну, в чем непонятная? Она-то, конечно, понятная. Идет продвижение по чуть-чуть, но идет российской стороны. Есть уже выход к Лиману. Понятна ситуация в Купянске, тоже, да, специфическая. Есть даже внезапно появившийся Херсонский плацдарм. Украинская сторона отвергает его, российская. В общем, как бы работает ИПСО с той и с другой стороны. Но там в чем смысл? Есть острова, и это считается уже как правый берег Днепра. И там вот точно есть подтвержденные данные, есть российские военные. Ну, что они там делают? Ну, наверное, загорают, знаете, ну, вот российские военные, что там? Отдыхаю. Как они туда попали? Ну, как-то попали вплавь, наверное, да, или там маску, трубку и таким образом. Ну, то есть можно ерничать сколько угодно, и можно действительно, ну, вот как бы предаваться разбору вот этих сообщений разных, причем от российских ультрапатриотических каналов, украинских ультрапатриотических каналов. Меня интересует динамика. И она ведь ключевая. Трамп, получается, ввел санкции, и таким образом, можно сколь угодно смеяться там над Медведевым, развязывает руки Российской Федерации. После этих введенных санкций, Да. я сейчас, вот это давайте просто подумаем,
После этих санкций Путин вышел сразу сказал, существенно на нас не повлияют, ну, то есть, как бы экономически, на Россию. А, Ну, в принципе, можно воевать так, как Да? будут считать нужным. И уже новых санкций, уже ничего не может случиться на поле боя, чтобы что-то еще, какое-то ограничение пришло. Хотя там Ермак, конечно, намекает, что уже там 20-й пакет рассматривают с Европейским Союзом. Хотя куда еще Мох 20-й? запретили. Мох запретили, что еще? Ой, слов нет. По большому счету, да, у меня такой вопрос. Вот 6 месяцев прошло, да, самый сезон для войны. Зеленка, все нормально. На какие вообще переговоры они надеялись? На какой результат они надеялись? Они что, не понимают, что вот есть имперская политика, она не зависит от того, какой клоун сидит на императорской табуретке, от слова совсем. Это же, достаточно посмотреть там на историю последних, на 5-6 президентов американских. Почему раньше не воевали, а сейчас вдруг начнут? Типа, вот мы ждали переговоров за перемоги, а перемога снова стала зрадой. Трамп нас опять надул. Мерзавец. Начнут воевать, дай бог, потому что, можно тот же Черниговский фронт открыть. Там вообще никого нет из ВСУ практически. У ВСУ просто резервы заканчиваются. То, что происходит на фронте, происходит демилитаризация Украины. Все правильно. Если посмотреть только на один этот фортецу Покровскую, что там вообще творится с украинской армией, с лучшими боеспособными единицами. Поэтому здесь все идет, как идет. Тут выступал бывший советник Госдепа по России. Интересный, во-первых, он интересную речь толкнул, что на самом деле то, что пишет официальная американская пресса про войну, это чушь собачья. Все с точностью да наоборот. И озвучил он очень интересные цифры пакет. 36 к 1. На протяжении всей войны я сильно сомневаюсь, что так, да. Он, правда, не конкретизировал, но я думаю, что за последние месяцев 6 оно так и есть. Судя по тому, как выносятся укрепрайоны, как все выносится, прежде чем туда заходят штурмовики российские. Поэтому Нет, фронт, по смотрите, большому счету, история не с такого потерями, рода. история с потерями, она же очень 1,5 специфическая. миллиона русских, да, да, да. 1 300 000, говорит Зеленский. 1 300 000. Отрезать. Убитых украинцев как минимум, там 1 600 000 на самом убитых. Он перепутал, бывает, Трамп тоже путается. Советники не в то ухо сказали, вот он в правом воспринимает, чтобы левое полушарие работало. Сказали в левое, заработало правое. Бывает. Старый человек уже в возрасте. А, Действительно, по полю боя так и есть. Значит, был рывок. Это, в принципе, это все наглядно. Это был рывок в районе Покровска, туда на север, достаточно большой. Бросили все боеспособные силы, его сейчас купируют, пытаются отрезать. И, в общем, кто-то говорит, Уже не пытаются, все. не, Завершилось. кто говорит успешно, кто говорит безуспешно. Тоже там никто, На никто... карту достаточно посмотреть объективным контролем. Просто прежде чем говорить о линии фронта, где что происходит, наложите просто на линию фронта укрепрайоны и оборонительные линии ВСУ. И вы сразу поймете, где что происходит и почему. И почему Покровск так важен. Почему вот этот рывок на север так важен. А прорвали все линии фронта, дальше ничего нет. Линии обороны. Поэтому теперь вот эти линии обороны, которые строились годами, их будут брать уже с тыла. Совершенно другая история. Поэтому наглядно вот это все можно посмотреть. И понять вообще, что происходит и почему Покровск превратился в фортецу Покровск. Помимо пропагандистских причин. То же самое на севере, что происходит. Где, как, куда вклиниваются, почему прорывают, какие линии обороны прорваны, потому что их уже давно никто не штурмует. Такое ощущение, что этого нашего великого полководца, все время забываю, Герасимова,
отстранили от управления просто. Сказали, чувак, ну, сиди тут, отсвечивай звездами, но не мешай. Поэтому, в общем, коллапс-то фронта начался. Поэтому Европа и Америка, ну что, смотрите, Путин поговорил с Трампом, да? А, Потом подключился Рубио, известный мне и стал требовать прекращения боевых действий по линии разграничения, по линии фронта. Европейцы тоже самое на этом настаивают. Почему? Ну, потому что необходима передышка, иначе все это слопнется очень быстро. Необходима передышка, чтобы накачать технику, накачать там живой силой украинскую армию снова. Разумеется, Россия на это не пойдет, потому что иначе им, еще раз, им нужно спасать Украину как более-менее целую боевую единицу. Для них промедление, смерти подобные, я имею в виду Запад, все начинает сыпаться. Вот и причина всего происходящего. Я, честно говоря, не понимаю, как кремлевские мужи могут это не понимать и на какие-то непонятные переговоры надеяться, честно говоря. Так и говорилось в самом начале. Ребята, условия сторон, они несогласуемы в принципе. Потому что задачи разные и ситуация на поле боя разная. Ну откуда взялась вот эта тема, что России нужно, чтобы ВСУ вышли с территории Донецкой области? Ну и в принципе все, наигрались. Ну, я думаю, что это был такой, знаете, что ли, уступка, посыл Трампу на Аляске. Ну, потому что, слушайте, война – это дорогое удовольствие для всех сторон. Кто бы что ни говорил, как говорил один известный персонаж. Поэтому, в принципе, народу пропагандисты бы в России смогли объяснить, что мы взяли Донбасс, зато все остальное, там все нормально, Украина не будет в НАТО, будет нейтралитет и тому подобное. Там же был не только Донбасс, там были все остальные условия, а именно нейтралитет, ограничения на размер армии, ограничения на вооружение, такого западного присутствия, бла-бла-бла. Это же все подавалось как единый пакет. Ну и, в общем-то, на мой взгляд, достаточно разумно решили, что ладно, хрен с ним, с территориями, там, с Черным морем, если у них будет нейтралитет и не будет армии, никакого особого и иностранного военного присутствия, хотя это всегда показывают те же Минские договоренности, надуют. Ну, не пошли на это, как не пошли. Трамп свою задачу выполнил, по большому счету. Америка из войны ушла. Расходов не Подождите, несет. стойте. Давайте Да. я тут вас прерву, потому что давайте так. Медведев говорит, эта война стала войной Трампа после введенных санкций. Вы говорите, Америка ушла. Как вообще в одном предложении, как в одной формулировке это вот совместить и сочетать? Так ушла или Трамп ввязался в войну, введя вот эти санкции? Нет. Еще раз, Америка ушла. Они не тратят ни цента. Они на этом зарабатывают бабло. Все время поддержки Украины переложили на Европу. Европа там бедная, не знает теперь, что делать с этим счастьем, свалившимся на голову. А с другой стороны, еще раз, все горячие угольки собираются чужими руками. Поэтому, да, Америка, в принципе, ушла, вышла из войны. Но она участник войны, да? Она страна конфликта. Что, да, Америка ведет Слушайте, войну с Россией это, конечно, потрясающе, Степан Геннадьевич. посредством Украины. Это потрясающе. Но издержки все она перекинула на покрытие. Хорошо, ну тогда, если уходя, уходи. Помните это выражение? Уходя, уходи. Они не уходят. На что тогда рассчитывают? В чем замысел? Так, Степан Геннадьевич. Ну, так бывает, дорогие друзья. Вот был Степан Геннадьевич, не стало Степан Геннадьевич. Я думаю, сейчас переподсоединиться, переподключиться.
и все-таки продолжим мы этот разговор, потому что тут действительно сейчас очень важный пункт, очень важный момент по поводу дальнейшего поведения Соединенных Штатов Америки, и вообще, что с этим делать и каким, грубо говоря, образом. Я напомню опрос нашего сегодняшнего эфира, пожалуйста, переходите, если не проголосовали, проголосуйте, прям очень интересно. Да, Помогут ли... Александр, да. Да, вы на месте. Да, помогут ли санкции Трампа остановить войну по линии боевого соприкосновения, поэтому голосуйте. Степан Сейчас Геннадьевич. попробуем что-нибудь другое сделать. Да, я снова здесь. Да, Степан Геннадьевич. Связь сейчас попробуем чуть-чуть. Да, вы меня слышите? Ну так, знаете, с Альфа Центавры. Примерно оттуда, откуда вы... Примерно оттуда, откуда вы, на чьем фоне вы находитесь. Да, друзья, в общем, проголосуйте, пожалуйста, в вопросе и напишите, что думаете в комментариях. Всем большое спасибо за то, что присоединяетесь. И я надеюсь, что все-таки мы и перейдем и к вопросам для Степана Геннадьевича. И сейчас быстренько что-нибудь придумает Степан Геннадьевич. Значит, в общем, да, война станет дороже для всех. Нет, мертвому припарка. Да, когда ЛВС будет там, где нужно России, он ввел, чтобы героически снять. Тоже, кстати, интересный вариант, судя по, ну, скажем так, самому по себе, да, Трампу. Он же так себя, собственно, и ведет. Из новостей, те, которые посвежее, выступил Орбан, значит, и говорит, что Украина может быть партнером, а не членом Европейского Союза. Ну, улыбнетесь, скажете, кто того Орбана спрашивает, но тем не менее, загадочные взрывы, да, в Румынии, в Венгрии, на нефтепроводах, они вот таким образом все-таки как бы обнуляют вот эту борьбу того самого Орбана. Степан Геннадьевич, давайте все-таки еще раз, значит, ушли или не ушли? Уходя, уходи. Они же остались. Зачем? Я имею в виду, остались участниками войны, но из войны вышли. Ну-ка, нужно нанести стратегическое поражение России. Наименьшим, разумеется, сделать это наименьшими затратами для себя. Вот такой у них интересный путь оказался. Затрат не несут, война продолжается. Изделия для России растут, для Евросоюза растут, для Европы. Американцы при помощи товарища Путина, который надеялся на взаимность, по большому счету. Ну, получил взаимность. Сначала Путин помог спасти Израиль на время, как-то сохранить лицо этого. Кто сказал, что я уничтожил всю ядерную программу. Все. Вот. Считаться этим избирателем. Мы не тратим ни доллара на это. Может быть, на самом деле есть понятийные договоренности, как я говорил, действительно, Украины через... И по тут что-то сейчас введем, Владимир воюет. Поэтому, по большому счету, понятийные договоренности, думаю, есть. План творяется, ну, вот с такими специфическими. Да, значит, друзья, ну, прямой эфир, что, ничего не поделаешь. Сейчас, как бы, может, выдохнет это оптоволокно немножко, может, там, воробушек какой сел, чего-нибудь. Да нет, это может, бесполезно. может, чего-то Это там. госкомпания. Жаловаться бесполезно. Может, может чего-то где-то, что-то сейчас наладится, может, что прохудилось, залижется. Я бы хотел все-таки, чтобы мы поняли, ну, вот такой аспект. Фактор Китая в этой связи. Китай официально выступил, что он против всех этих санкций, и, в общем, а-та-та.
Но его компании, как сообщает Reuters, в общем, тоже начинают ограничивать, скажем так, поставки энергоресурсов. Ну, это, понимаете, то есть вот эта вся западная пресса, она напишет недорого возьмет, Степан Геннадьевич, мы понимаем. Однако тут же это все сделано также перед встречей с Си Цзиньпином. Ну, надо было показать, что он ковбой, Трамп, и он, собственно, это и показывает. Но с другой-то стороны, говорит, что да это ненадолго, Путин хочет мира, в общем, я введу, потом как бы не введу, потом сниму. Ну а Зеленский в Европе уже говорит, это вот наша победа. Смотрите, встречи в Будапеште не будет, санкции против России ввели. Все, крутяк, он на коне. Правда, люди, которые, ну, плюс-минус в адеквате, они же смотрят на Зеленского и, ну, то, о чем вы говорили выше, да, о том, что то он говорил, что мы пойдем на Москву, пойдем там на границе 91 года, а сейчас никто никуда не идет. Сейчас, получается, это все очень звучит грозно, но если так поскоблить пальчиком, то получается, что очень и очень уж отчаянно Зеленский просит о переговорах по линии боевого соприкосновения. Причем Ермак выдал какую-то сегодня интересную фразу, говорит, нам нужны переговоры по линии боевого соприкосновения, но не с нуля. Ну, типа, не с чистого листа. И он так это грозно сказал. Я вот, если честно, не понял. Подождите. Переговоры по линии боевого соприкосновения для Украины история проигрышная. Но ее упаковывают в какую-то обертку, этот кусочек коричневой субстанции, упаковывают в блестящую обертку какой-то перемоги. Но ведь это же неправда. Но и мне, потому что у них все сыпется. Я даже подозреваю, что во веки веков Генштаб и Сырский требуют от них завершения боевых действий на какое-то время, потому что все началось с линии обороны. То есть их как будто теперь и нет. Они будут теперь атаковаться с тыла. Ну, на бумаге по бухгалтерии. Я думаю, что скоро еще откроют Черниговский фронт. В Херсоне там вообще, ну, типа заградотряды ВСУ не более чем. Уничтожается инфраструктура, уничтожается логистика, уничтожается энергообеспечение, как уничтожена добыча газа практически. Поэтому, если все это не остановить, то придет, я думаю, к очень быстрому коллапсу. Именно поэтому вот эти вопли о немедленной заморозке боевых действий и о каком-то перемирии по линии соприкосновения. Еще раз, это абсолютно противоречит предложениям, которые выдвинул Путин. И на самом деле я был приятно поражен тем, что вот наши условия, ребят. Либо принимайте, либо идите погуляйте. А как по большому счету относительно нейтралитета, размера ВСУ, не вступления в НАТО и присутствия западных военных сил, ну, извините. Просто все это может быстрее и жестче, не надеюсь на это непонятно. Им это необходимо и Европе, и Зеленскому, потому что если все рухнет, ну, первый кончит, ну, по отмашке Запада. Степан Вместе с Геннадьевич, Ермаком. Китай. Один себе конфискует. Да, вот Китай, понимаете? Ермак говорит, никто не хочет победы России, даже Китай. А, так, а вот эти все санкции и вот этот весь пакет Трампа потужного, он как повлияет на Си Цзиньпина и на китайскую сторону? Можно сейчас как-то предсказать, предугадать? Да, можно. Китай вертит Трампа на причинном месте. Трамп сам идиот, вернее, ну не Трамп, а вот с рождения идиот. Это его окружение неравно выражено, когда они бросают вызов собственной компетенции. С успехом, причем гомонит, да, история вопроса. Скоро встреча, возможно, Трампа с товарищем Си, они что-то обсудят там.
Нил Бессен куда-то там договаривался о чем-то. Мир через силу, создать статистическую определенность с Китаем. Давайте найдем транспортные авиакомпании. Есть конкурентное преимущество в виде прав полетов на территории России. Новые сборы ведем, еще что-то, еще что-то. Но китайцы, в отличие от Крыма, как посылать его на 3 веселые буквы, работать нельзя. Что они сделали? Они ввели экспортный контроль над 5 земель. Очень интересно. Мы, как мир, на экспортный контроль над 5 редкоземельными металлами, которые в основном используются где? В эпоху. И до пиндосов тут дошло, что мама родная, а вот где-то покупка России. И все. Поэтому все эти полутораочковочки трамповские, пиндосовские, ну, Да, друзья, ну что сказать, не повезло нам сегодня со связью со Степаном Геннадьевичем. Ну, давайте, знаете, как вот это... Бессон полетел с Гриром, с Да, торговым этим представителем экспорта. да, не повезло нам совершенно сегодня, да, то есть отмирает Степан Геннадьевич редко, как бы таким образом. Давайте попробуем еще что-то, ну, Сейчас еще раз попробую разок. да, давайте как-то, а я простила его опять. Моя попытка номер 5. Собственно, вроде как интересные темы, очень важные, но вот видите, как связь, как говорится, не законнекчивается. Примечательно и очень интересно, что сообщили, это вот буквально параллельно с нашим эфиром, выходит Левит и говорит, что Дональд Трамп проведет встречу с Си Цзиньпином в следующий четверг, то есть ровно через неделю, объявила Кэролайн Левит. И, судя по всему, да, то есть вот эта встреча, она будет, ну вот, некоторые считают ключевой, важной, такой яркой и самой, наверное, значимой. А, Степан Геннадьевич, ну вот от встречи от этой через неделю, в четверг, не получится как с Будапештом, который должен был состояться на этой неделе? Как вам сказать? С этими придурками все возможно, вот реально. Может быть, там милашка Бессон, там, не знаю, у него там настроение будет плохое, еще что-нибудь чебучит. Китайцы скажут, все, иди гуляй, все, с вами разговаривать бесполезно. Вводите тарифы, мы на вас посмотрим. Посмеемся всем миром. Как вы будете корчиться. Ваш ВПК и ваше автомобилестроение. У европейцев, кстати, уже начались почему-то на автосборочных конвейерах проблемы с чипами. Уже. Поэтому Трамп, я думаю, ну, ему придется очень сильно капитулировать и подвигаться товарищем Си, его лучшим другом, уважаемым президентом Китая. В противном случае эта встреча пройдет ни о чем. Будет снова много сказанных слов, грандиозные твиты, еще что-то, еще что-то. А по факту после этого опять идиотизм от народа в Вашингтоне. Сейчас Китай поставил Запад, извините меня, раком. И теперь раздумывают, что с ним и как делать. Редкоземельным металлом. И на самом деле в ближайшие несколько лет никакой, в принципе, даже теоретически невозможно каким-либо образом наладить что ж не с добычей, а главное с переработкой добытой руды на Западе нет. Китай практически контролирует все. Он контролирует переработку
руды и получения как раз этих важнейших редкоземельных металлов. Почему? Ну, потому что было очень дорого. А китайцы приняли это за госполитику и, соответственно, проводили государственное финансирование этой отрасли. Вот и все. Очень просто. Ну, у самих штатов история специфическая. Трамп идет к своему рекорду. 35 дней шатдаун был на первом сроке. Сейчас тоже как бы... Ну, это рекорд в истории Америки. Причем оба принадлежат Трампу. Что в прошлом Да. сезоне, что сейчас. Причем говорят, что ой, да это хорошо, там почистят демократов. Но с другой-то стороны, погодите. 30 числа встреча с Си Цзиньпином. И с одной стороны, ты вроде как мощный, санкции против России ввел, пока она войну не заканчивает. Ну, типа, закончите войну, снимем санкции, и вот такие мы можем себе позволить. А с другой-то стороны, ты едешь к Си Цзиньпину с вот этим как бы козырем, да, и отмененным Будапештом или перенесенным Будапештом, с шатдауном и конкретными проблемами внутри Америки, потому что можно, конечно, сколь угодно рисовать вот эти ИИшные видео искусственного интеллекта, да, как там летит Трамп, дерьмом поливает митингующих и говорит, там, я король, нет, я не король, хотя себя изображает в короне. Ну, в общем, такой цирк, понимаете, политика превратилась... Я понимаю, если бы это делал, например, Жириновский, ну, президент США, ну, это уже вообще ни в какие ворота. Ну, мне кажется, Да правда, нет, ну, Си Цзиньпин смотрит как на болезных, понимаете? ну, а как к нему еще относиться? Нет, понимаете, он реально умственно неполноценный человек. Ну, у него конкретный синдром орбитофронтальный. А у его окружения замечательных неоконов, они уже давно отличились тем, что войдут в учебники психиатрии как примеры синдрома Даннинга-Крюгера. Поэтому ничего удивительного здесь не происходит. А что касается шатдауна, ну, тут уже пошли заявления о том, что да, шатдаун, это, разумеется, со стороны так называемых мадаистов. Это прекрасно, мы тут сейчас демократов, все их программы зачистим, почистим, решим все свои вопросы. И вообще мы можем не открывать правительство до, по-моему, октября 2027 года, потому что потолок Госдумы подняли, и нам хватит денег. Ведь все предыдущие шатдауны почему так быстро заканчивались в основном? Потому что всегда стоял вопрос о потолке госдолга. А теперь его подняли. И поэтому вопрос о госдолге, вопрос о шатдауне не такой критический. Но они же всегда цимус пропустили Гравицапу. А Гравицапа в том, что ФРС уже года 3 не является поставщиком ликвидности в экономику и на финансовые рынки. Этим занимается у нас кто? Treasuries, американское правительство, которое постоянно рекордными темпами наращивает бюджетный дефицит и объемы заимствований, и тем самым вливает деньги в экономику, ликвидность и, соответственно, финансовые рынки. И вот теперь этот замечательный ручеек ликвидности делает что? Ну, так резко начинает пересыхать. В системе финансовой огромное плечо, огромный риск. Вопрос в том, плюс-минус одна лишняя неделя может привести к тому, что все так хорошо, душевно, так вот прям вот сложится вся эта финансовая пирамида. И никакого рецепта борьбы с ней нет, с этим складом, как показывает практика. То есть, грубо говоря, шатдаун, потом на него, я думаю, можно будет повесить начало новой величайшей депрессии в мире. Степан Геннадьевич, по поводу депрессии, знаете, как вот один штрих, да, к важным там событиям, я бы хотел, чтобы мы прокомментировали вот ситуацию в Израиле. Значит, Венс приехал, Рубио приехал, Трамп говорит, я тоже могу туда съездить. Короче, сказал Трамп, что хочет, в общем, предупреждает он Израиль, чтобы тот не аннексировал свои намерения аннексировать западный берег.
Этого не произойдет, потому что я дал свое слово арабским странам, и сейчас так нельзя поступать. У нас была огромная поддержка арабов, этого не будет. Израиль потеряет всю поддержку Соединенных Штатов, если это произойдет. Опять какие-то танцы вокруг Ближнего Востока. Почему Биби не имется? Почему, собственно, не получается все так красиво, как классно разрулили вместе с арабскими странами представители Белого дома? Да, во-первых, ничего не разрулили. Во-вторых, аннексия западного берега спокойно продолжается. Она практически завершена. Все это прекрасно в регионе знают. А весь этот мирный план Трампа – это бред сивой кобылы. Это, знаете, у вас свадьба. Да? Все празднуют, говорят тосты, а жениха с невестой на свадьбе нет. Действительно, ни Хамаса, ни других, на самом деле там не один Хамас, а там, по-моему, 13 или 14 группировок в Палестине. Просто Хамас из них самый организованный, главный. Ни Израиля на подписании не было. Израиль уже спокойно так нарушает, как обычно, и договоренности, в том числе снова остановил гуманитарную помощь Газе. Зачем это делалось? Ну, потому что Трамп здесь не врет, говоря о том, что надо бы завязывать с геноцидом, потому что, чуваки, у вас проблемы. Ну, если взять только США, оставить в покое столбный мир, где, скажем так, бизнес-модель жертвы уже давно не работает, а Израиль превратился из жертвы в агрессора. В Штатах тоже произошли удивительные изменения, согласно последним опросам избирателей, зарегистрированных избирателей. Они просто колоссальные. Сравнивать 23 год и октябрь 25 года. Значит, в 23 году избиратели с преимуществом в 49% симпатизировали Израилю в этом конфликте. А сейчас с преимуществом в 1% симпатизируют Палестине. То есть свинг в 50 гребаных процентов. Среди демократов этот свинг 80%, среди республиканцев 39%. То есть Израиль по токсичности уже обогнал Украину в американской политике. Впереди у нас что? Midterms. Все эти айпаки, шмаки и прочие уже ничего сделать не смогут. Политик просто будет пролетать на праймере, сколько бы ты денег в него не вкачивал, потому что у него с точки зрения избирателя неправильная точка зрения на поддержку Израиля. А мага вообще они рассыпаются, поддержка Трампа рассыпается по одной простой причине. И даже если им наплевать там на судьбу палестинцев, там резьба по дереву на этом Ближнем Востоке, они с ужасом отмечают, что вообще-то политика Трампа и республиканской партии сводится к тому, что Израиль на первом месте, а не Америка. Поэтому они решили вот как-то эту тему, что ли, затушить, притушить. Ну, это бесполезное занятие, потому что такие сдвиги в общественном мнении, они быстро не происходят в обратную сторону. Сейчас, когда вам показывают геноцид 24/7 на экране вашего девайса, ну, на любого нормального человека начинается рвотная реакция. Поэтому решил вот так вот проконтролировать вопрос. Зачем это нужно Биби? Ну, это его политическая жизнь. И вообще это жизнь в свободе. Да, потому что это нужно ультраправым ортодоксам, представленным там Смотрич, кто у них там еще, Смотрич, Бен-Гвир, красавчики, куча раввинов, которые все дело оформляют с точки зрения божественности. А без них правительство рассыпается, Биби очень быстро идет в тюрьму. Потому что каждый раз, когда должны начинаться слушания по делу коррупции, случается какая-то эпохальная, что ли, битва или война новая начинается. Заметьте такую интересную тенденцию. Поэтому, еще раз я повторюсь, много раз давно говорил, что Зеленский и Биби – близнецы-братья в этом смысле. У Зеленского не волнует судьба Украины, что Биби не волнует судьба Израиля, от слова совсем.
Они думают Про- только о себе, о Просто своей жизни. смотрите, так же можно очень долго воевать. Ну там, Нет. ну Как почему так? Где нет? там? Ну смотрите, там и в Ну, как Украине. нет? Да, там нет, потому что им нужно решать вопрос с Ираном. И я думаю, что здесь иранцы уже будут решать вопрос с Израилем. Ну как, организуют какую-нибудь провокацию, скажут, ну, там, повесят красный флаг над мечетью. Ну, и пипец Израилю, нет его больше. Еврейский вопрос решен. Кроме шуток. Если израильтяне сами не полезут первые, надеясь на то, что когда их будут разносить в пух и прах, американцы за них движутся. А американские военные, насколько я понимаю, по некоторым, скажем так, сведениям, ну, они впечатлены тем, что Иран сделал с Израилем. Они прекрасно понимают, что это будет проигрышная война для США, если они то не хотят. Я думаю, Трамп эту мысль доносит, поэтому так и носится с Биби, чтобы тот что-нибудь не чудил. Потому что Трамп считает, что ну, iPad всесилен, и Биби всесилен, он просто боится. Действительно. А в Украине то же самое. Ну, как вы будете воевать без электроэнергии? Как объяснить? Экономика, какая жизнь будет? Логистики нет, ничего нет. Как вообще будет фронт держать? Никак. Так что еще раз, при даже не особо большой затрате ресурсов обе войны очень быстро заканчиваются. Ну и, конечно, внутренняя ситуация тут совершенно другая, да. Все-таки опять запускают в Украине потужные пропагандистские истории там, военных. Женщина, оператор дронов, такая вся с бровями, такая мощная, рассказывает всем о том, что, в общем, а что это мужчин, у которых трое детей, не берут в армию? Они, наоборот, должны идти и защищать своих детей. Женскую мобилизацию сейчас упорно продвигают, мол, рассуждения такие о том, что ну и что, вот у меня жена, она, ну там военный, говорит, у меня тоже служат, все должны служить. И вот это вот вся, понимаете, накачка, раскачка, мне кажется, как готовятся к какому-то последнему рывку, ну, с точки зрения там закручивания гаек в Украине. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что в ближайшее время этот эксперимент с разрешением выезда молодежи прекратят. Будут грести вообще все. Потому что нужно пополнять ряды армии. Иначе там реально будет некому уже воевать украинской стороны. Дыры надо затыкать мясом. Не техникой, дронами и мясом. С дронами тоже, насколько я понимаю, начинаются небольшие же проблемы. Качество хромает, количество не всем достаточно. Ну, деньги осваивают, все, ничего такого. Обычно. Поэтому мясом будут затыкать. И, насколько я понимаю, это одно из условий западных партнеров. Что мы дадим деньги на бюджет, мы дадим деньги на ВСУ, если ты, чувачок, мобилизуешь вообще всех. То заткнуть дуры, чтобы фронт не рухнул. Пока мы тут будем давить на Россию разными путями, чтобы остановить боевые действия по линии фронта. Угу. То есть, даже не перемирие, а просто вот остановка боевых действий. Все. Чтобы спасти тебя и Украину как худо, бедно, боеспособную единицу. Я просто не могу понять все равно вот стратегическую задачу. Ну, вы говорите, нанести стратегическое поражение России или там... Ну, Как это выглядит? Вот можно проще, потому что при Байдене стратегическое смена поражение режима. в Смена России... режима. Да, да, да. Ведется полномасштабная гибридная война, так называемого, нового типа. Смена режима. Здесь уже даже вопрос, я думаю, на Западе стоит не о... Главный вопрос не о том, чтобы оттащить Россию от Китая, оторвать, а о том, чтобы получить активы. Потому что под кредитную пирамиду, под кредитный пузырь нужны новые активы. Это все может существовать только при двух условиях. Либо у вас стоимость существующих активов растет, то есть экономика активов, либо, как в
пирамиде МММ, любой финансовой пирамиде, добавляются новые активы, которые можно брать на рубль. Вот и все, здесь ничего на самом деле сложного нет. Они до сих пор думают, что вот еще чуть-чуть надавить, скажем, вызвать те же перебои с бензином, с топливом, возможно, с электричеством, какие-то новые санкции ввести, чтобы денег стало меньше. Вызвать внутреннее недовольство. И вот это внутреннее недовольство умело соорганизовано кем-то, где направляющая руководящая сила. В России я пока не вижу, ее здесь нет. Ну Вот так подождите. это, значит, Нам смещение режима. рассказывал ваш соотечественник Фейгин в интервью у Бацман о том, что армия То Навальной... мой соотечественник Фейгин, Фейгин. посмотрите на мои уши, посмотрите на уголки рта, на форму черепа, потом скажите, что мой соотечественник. Вот он Бацман соотечественник. Ага. Так вот, армия Ага. Навальной зайдет на территорию России и будет освобождать одну за другим. С бутылкой вискаря. Там у них Марсельеза во Франции, а тут бутылка вискаря. А он что, не знает, как, впрочем, и он сам, что они все чекистские подстилки в основном прекрасно контролируются. Да нет, но я имею в виду реально руководящих направляющих сил, потому что когда Запад втягивал Россию в этот украинский капкан, они думали, что опа, ща по щелчку пальцев мальчики эти самые, так вылетело слово с головы. Ну, вот называют по-русски большой такой богатый дядя. В России не все. Ну, Куркули, кто там? Да не Куркуль такое благозвучное название на западный манер. Олигарх, вот. А, Что все эти олигофрен. мальчики олигархи. Проверочное слово олигофрен. Они, значит, соберутся силою и свергнут ненавистный им режим. Поэтому, на самом деле, их первые там 6 месяцев, если вы помните, особо не трогали, не чикали, не ошкуривали на Западе. Но потом эти мальчики, скажем так, оказались мальчиками, девочками, и ничего не срослось. То есть Запад вообще не понимал, как устроен режим, как устроена вертикаль. Кто такие эти олигархи? Это просто еврейский мальчик, которому дали подержаться за деньги. Все. То же самое в Казахстане, например. Ну, там-то они собрались и свергли такие диктатора кровавого. Эти мальчики. Ну, он просто, Назарбаев сделал ход, что типа поигрались, верните бабку в семью. Ну, это, конечно, не понравилось. В России их никто бабки возвращать обратно в семью не просил. Они вообще не понимают, как устроена вертикаль Путина, насколько она устойчива. Пока. Но они свято верят, еще раз, это проект «Алхимия». Можете почитать британский проект. Что вот еще здесь надавить, еще там надавить, и все рухнет. Откуда они берут эту информацию? От Юлик Навальных, от Фейгиных, от Ходорковских, которым, я думаю, на самом деле всем герои дадут по завершению войны. Потому что они разрабатывали санкции, они формировали мнение Запада о стратегии и тому подобное. Оппозиция, одним словом. Степан Геннадьевич, значит, приходят новости о том, что российские самолеты Су-30 и Ил-78 нарушили воздушное пространство Литвы с Калининградской области. Залетели на 18 секунд, на 700 метров вглубь. Ил-76? Да. На сколько? 78. На 500? 700 метров. 78, это да, это другой, да. Представляете? 18. Ну, я думаю, там описка. Провокация. Провокация. Прибалтийских тигров провоцирует Россия. На кой? Да. Я, подождите, по газовозу пролетит. Пол Литвы не будет.
Вообще, конечно, Партизаны Веншори, ребята. да, вообще, конечно, вот эта вся история с западным миром и с Европой. Ну, понятно, что это все санкции были озвучены, когда Рютте приезжал, да, и предлагал вот эти 12 пунктов остановки войны, которые согласованы с Зеленским от Европы. Но в Европе-то крах, но есть смекалистые люди. Сегодня опубликовано было видео из Лувра, вот это дерзкое похищение. Опубликовано что? Опубликовано, как на подъемнике спускаются назад, садятся на скутеры и сваливают вот эти все, ну, вот эти грабители. Причем самое интересное, там еще один был музей ограблен, ну, понятно, не Лувр, но тем не менее тоже очень знаковый для Франции. Вообще кажется какой-то развал какой-то, упадок какой-то. Но во Франции производители вот этого подъемника взяли эту фотографию, сказали, работает очень быстро. Мол, покупайте у нас. Раз, раз и все. Понимаете? Вот. Прекрасная реклама, реально. Ну, быстро раз, раз и нету. Ну, то есть, отлично. Мы очень быстро работают наши подъемники. И ведь это касается многих стран, не только там Франции как таковой. Скажите, есть ли варианты, ну, вот этого как бы проворачивания этого колеса истории, ну, что как-то за ум возьмется Европа? Нет, нет, нет. Почему? Потому что все эти элиты взращивались долго, целенаправленно. И если вы посмотрите, они состоят из абсолютных никчемностей. Ну, там, не знаю, взять ту же Каллас, но это же вообще пипец. Ну, там папочка у нее бывший большой партийный босс, далее банкир. На него тоже есть хороший крючок в Евросоюзе. Там у него свои делишки были. Даже не в этом дело. Зачем все это взращивать? Взращивалось, чтобы они тупо выполняли так называемую глобалистскую повесточку. Чтобы они не задумывались над тем, что они делают своими собственными странами. В Европе, насколько я понимаю, она заключается в плановом замедлении экономики. Зачем? Ну, как зачем? Да, люди их хорошо, богато живут. Впаривать им типа лозунги «У вас ничего нет, и вы счастливы», всю эту зеленую повестку, и того кушать червячков с паучками, стаканчиками, не особо заходит. А вот когда вам нечего кушать, да еще вы полностью зависите от государства посредством, скажем, цифрового евро, ну, тогда уже история другая. Можно представлять товарищей глобалистов во всем делом и говорить, они вас спасут от бесчинства мигрантов, они вас спасут от нищеты, от постоянных войн, бла-бла-бла. Старо как мир, мы просто наблюдаем это, мы об этом читали в исторических книжках, потому что в основном мы, вы, я и остальные сейчас люди, скажем так, нашего возраста, и все остальные младше нас, вернее, и немножко старше нас, жили в мирное, сытое время. Ну, хорошее, все. Свинку откормили, пора и время. Ну, Вот знаете, и все это. для моего времени подходит больше, нежели богато нечего начинать. Да, не надо начинать. Ну, для моего поколения тоже, но я говорю, в среднем по миру, по больнице, особенно в Европе. Да, поэтому тут такой момент. Значит, друзья, давайте подведем итоги. Пока у нас все более-менее и хорошо со связью, нужно успеть вопросы озвучить нашей аудитории, потому что люди ждут каждого четверга. И, конечно, это очень здорово. В режиме Блиц сейчас пройдемся. Помогут ли санкции Трампа остановить войну по линии боевого соприкосновения? Да, война станет дороже. 12%, 20% он ввел, чтобы героически снять. Ну, то есть начинаются вот эти мансы, как с Китаем, да, там отсрочки, там еще что-то, 20%, 31%. Да, когда линия боевого соприкосновения будет там, где нужно российской стороне. И тогда они все красиво разыграют. Трамп, я все остановил, Зеленский
ой, вей, Путин, ну, мы добились задачи СВО. 37% победитель, ну, такой, с небольшим, но отрывом, что нет, эти санкции не остановят войну, это мертвому припарка. Друзья, спасибо большое, что проголосовали. Ну, вот так люди думают. Мертвому припарка эти санкции. Согласен, в основном, да. Ну, просто уже сколько санкций введено, уже сколько. Ну, вот еще что санкционировать? Говорю, мох. Древесную стружку, что ли? Друзья, ну что, древесную стружку. Вот сейчас ЕС запретили унитазы и биде. И игрушки, пластиковые игрушки с электромоторчиками. Без них никак. Как же без унитазов? Игрушки делаются в Китае, привозятся в ЕС, а потом типа импортируются в Россию. Ай. Так, тут внезапно, значит, посольство России во Франции обратилось к французам. Посольство считает необходимым заверить граждан Франции, Россия никогда не имела, по-прежнему не имеет намерения нападать на Францию или какую-либо страну Европейского Союза. Ни сегодня, ни через 3-4 года, ни в будущем. Это как ответ на сегодняшнее распространенное сообщение, что все, готовимся через 2 года. Вот продолжение этой истерии, да. Не, Что... как 2 года. Там по плану 29 либо 30. Они сами еще не определились, но либо 29 либо 30. Да. Начнется финальная битва с Антихристом. О, нет, мы не Антихрист, а этот. Ой, тоже всех жрет и кровью. Вампиры? Нет. Упыри? Макрон. Нет, какие упыри? Даже не вурдалаки. Не антихрист. Вот так. Забыл уже. Да. Вот так Ну, потихоньку. зверюга страшная, библейская такая страшная зверюга. Чупакабра. Ну, почти, да. Чупакабра на стероидах. Да, вот так вот, друзья. Вот так вот, друзья, и тонко стирается эта грань между нашими с Степаном Геннадьевичем эфирами и поле чудес. Напишите в комментарии, если поняли. Если поняли, что к чему. Континенте дураков. Давайте перейдем к вашим вопросам. Поехали, значит, вопросы. Режим Блиц, но, в общем, я думаю, что много вопросов, нам связь позволяет пройти хотя бы некоторые из них, и считаю, что это просто замечательно. Полина спрашивает, 2 вопроса. Что с ценами на бензин теперь будет в России? И второй. Будь Димура прямо сейчас лицом, определяющим торгово-экономическую политику России, какие экономические реформы и действия начал бы предпринимать? Что бы сделал с ЦБ, Минэкономразвития и так далее? Очень здорово, если получится ответить на 2 вопроса. Ну, второй вопрос я отвечать сразу не буду, потому что либо сотрясать воздух, либо говорить, что делать. А если говорите, что делать, то это сразу тяжкие статьи УК РФ. Почему? Поэтому я не буду отвечать. Почему? А почему тоже нельзя отвечать? Ну, статьи УК РФ сразу, призывы ко всему и вся сразу. И 282-й автомат в довесок. Нафиг мне это нужно. Первое, будут ли расти цены на бензин? Ну, сразу вспоминается анекдот про овощку, да? Не буду рассказывать похабно. А цены на бензин у нас всегда росли, вне зависимости от того, падала цена на нефть, росла, что происходило снаружи страны. Даже великий Путин боролся с ценами на бензин на год 15. Ну и, короче, сказал, что все больше не может, проиграл. Поэтому всегда все будет расти. Только в рост. Вопрос, будут ли перебои. Если и будут, я думаю, то исключительно из-за логистики, потому что собираются ввозить бензин из дружественных и полудружественных стран, и правительство будет платить издержки. Это, кстати, дополнительным нефтяным компаниям. Это дополнительные издержки бюджета будут, которые уже и так хорошо сопоставляют. Сообщество YouTube, поехали. Как вы думаете, почему в России не могут закрыть откровенно либерастический Ельцин-центр? Почему правящая партия этим вопросом не заморачивается вовсе?
Ельцин, это святой человек, вы еще, они все птенцы гнезда Ельцина. Что же закрыть Ельцинский центр? Нет, так не пойдет. Мгм. Не, не. КНР убрала Ли Ченгана, очень жесткого переговорщика по торговой сделке с США, знаменитого тем, что во время переговоров в присутствии Бессента позвонил и приказал запустить антимонопольное расследование против Nvidia. Что вы думаете по этому поводу? Ничего, я не отслежу просто это. Ну, и это... Я думаю, что китайцы, если действительно так, они хотят, не хотят ни таких дополнительных эксцессов. Понимаете, он жесткий просто потому, что ему сказали таким быть. Представляете, если бы у него не было мандата, какое отчебучить на переговорах с Минашкой Бессентом. Значит, у него был мандат мочить. А сейчас ввели импортный контроль практически за редкоземельными металлами, важнейшими. И второе, ну, в китайской экономике тоже такое, знаете, предбербочное состояние. У них дефляция уже 6 кварталов. Безработица огромная среди молодежи за 80%. Там тоже все очень-очень весело. И все эти стандартные попытки, которые делает мудрейшая коммунистическая партия во главе с мудрейшей, да, вернее, посоветовав мудрейших экономистов, а это тупо вливать ликвидность, кредитный импульс разгоняет. Все это не работает и не сказывается на реальном секторе. Это при том, что вся китайская статистика, ну, это даже не экономическая статистика. Это нечто, это вещь сама в себе. Так. Поэтому может, хотят лишних, скажем так, эксцессов в переговорах. Владимир, белорус. Степан Геннадьевич, вопрос. Украинская страна оправдывает обмен телами 1000 на 30 тем, что российские войска наступают. Почему же тогда украинские силы наступали, таких обменов не было? Ну, потому что потери примерно соответствующие. Ну, в том, что наступают, да, действительно, еще здесь причина есть. Я думаю, то, что украинцы уже давно своих не выкидывают тела. Просто бросают их. Александра. Санкции на нефть это серьезно. Смешно просто. Россия уже давно приспособилась. Я уже молчу о том, что Китай может закупать 2,5 раза больше в России, чем сейчас, и у него еще останется место для нефти. По российские активы Бельгия и ряд других стран в конвульсиях бьются, потому как понимают, что сама Европа и евро вылетят в трубу, если конфисковать их и передать. А рыжий бидон в итоге едет к Си на поклон со слабой позицией. Не получилось в него выключить у Путина символической поддержки. А сумасшедшие с Банковой во главе с зеленой гнидой вещают всем о перемоге в графиках отключения и отсутствия в некоторых областях света, воды, газа по 3-4 недели. В итоге вместо газа и света потужное заявление Зеленского. Как вы относитесь к этой картине мира? Она упрощенная, утрированная, на мой взгляд. Не все так просто, и не все так просто и в российской экономике, и в китайской экономике, на самом деле. Поэтому упрощенная картина. Поэтому я давно говорил и говорю, что надо контролировать лестницу эскалации. И делать так, чтобы западные партнеры чувствовали экономический ущерб и чувствовали удар по. Ну, у них коня кормят. Такое чувство, что война, Татьяна пишет, в каком-то смысле выгодна всем заинтересованным, что ее намеренно затягивают с обеих сторон. Эта война провал дипломатии России или нет? Понимаете, это не провал дипломатии, а, на мой взгляд, отсутствие дипломатии. Причем, какую дипломатию могла проводить Россия? Позиции слабого. Потому что непонятно, чем мы занимались там. Ну, понятно, чем, да, последние лет 30. Кто на них, кто на колени вставали, кто с них вставали и тому подобное.
Поэтому вся дипломатия была, ну, по большому счету, с позиции слаба. Первое. Второе, не стоит забывать слова Бжезинского, который сказал еще в 2000 году, отвечая на вопрос, как там себя поведет, скажем, точный вопрос не помню, национальная элита России. Он посмотрел на этого дурачка и сказал: слушайте, когда у вашей элиты в наших банках 500 ердов, о какой национальной элите можно говорить? Поэтому это был провал, не то что провал, провал вообще дипломатии. Когда стали поднимать правильные вопросы о том, что, например, в том же ноябре-декабре 2021 года, что конфликт можно избежать, если, скажем так, рассмотреть вопрос безопасности в Европе в комплексе, учитывая интересы России, то Запад совершенно правильно посчитал, почему мы должны учитывать интересы России. Кто она вообще такая? Что это такое? Ну вот, начало войны очень хорошо показало, на самом деле, почему Запад так считал. Очень хорошо показал. Ну, а потом, как обычно, что-то пошло не так. Благодарить, на самом деле, за это нужно солдат и бизнесменов российских. Одни вытащили на поле боя, вторые вытащили экономику. Не благодаря, вопреки. Анна, Степан Геннадьевич, в последнее время вошло в норму потешаться над миграционной политикой Европы, особенно Великобритании, где это явление все больше и больше приобретает невероятный размах. Есть мнение, что таким образом Британия строит новую империю, где пытается быстро растущий исламский мир, если не полностью подчинить, то оказывать на него огромное влияние. Очень интересное ваше мнение по этому поводу. Добродятельно, извините за выражение, все это, что не старается. Есть повесточка 2030. Есть программа, замещающая миграцию. Белое население замещается инородцами, чтобы, во-первых, было кого с кем строить, разделяя властвование. Во-вторых, они почему-то считали, что они смогут контролировать вот эти вот национальные диаспоры. Рассчитались. Между прочим, это замещающая политика замещающей миграции в России ничем не отличается от европейских стран. Единственное, у нас это красиво прикрывается словами о национальном долге. Есть один такой известный депутат, Солженицын в России, который все объяснил, что все эти годы мы должны были из республик Средней Азии принимать, скажем так, неблагонадежных специалистов высококвалифицированных, выполняя свой интернациональный долг. Иначе бы в Средней Азии все бы разорвали в клочья. Интернет Людмила, помнит. да. Я тоже. Людмила, здравствуйте. Степан, скажите, действия США по отношению к России, Европе, Венесуэле, Кубе, Колумбии – это переход от мирового гегемона к доктрине Монро или это такое дистанцирование от войны в Украине? Спасибо, берегите себя. Ну, я не знаю, как связано дистанцирование от войны в Украине, честно говоря. Ну, доктрина Монро никуда не девалась. Да, американцы должны быть гегемоном в своем полушарии. Они вообще считаются гегемоном империи, да? Поэтому должны иметь возможность навязывать свою железную волю, как говорится, всему миру в любой точке, в любой момент времени. Получаться стало хреново, скажем так. От слова совсем не получаться. И они начинают переносить свой взор уже ближе к себе. Но Венесуэла, на самом деле, Венесуэла, Ближний Восток для неоконов и для Британской империи, которая не появлялась. Американцы это сейчас всего лишь вышибала британцев. Важны контроли энергоресурсов и торговли. Отсюда такой повышенный интерес к Ближнему Востоку, попытка сменить режим в Иране, подчинить Иран. И вот теперь они обратили взор на Венесуэлу. Огромное месторождение нефти, туда хорошо вошел Китай, от одних инвестиций на 70 миллиардов. Ну, я думаю, что поскольку Трамп разрешил ЦРУ заниматься операциями по устранению Венесуэлы, нам сейчас такой будет хороший замес.
Да, и ответит морской блокадой Тайваня. Посмотрим. Следующий вопрос от Сергея Кошкина. Степан Геннадьевич, есть 200 российских денег. Есть ли смысл золото купить? Будет ли какая-нибудь прибыль через полгода? Спасибо. Через полгода, не думаю, через несколько лет, да, будет богатым человеком. А, Значит, Алексей, добрый вечер, Степан Геннадьевич. Для многих людей ваш эфир – это отдушина, чтобы услышать профессиональное мнение. Вопрос. Если Трамп так стремится к миру, то почему он не сливает информацию о коррупции на Банковой? Сегодня Зеленский опять ходит гоголем. Ну, слушайте, зачем сливать то, чем вы контролируете этих марионеток? Это сливается уже, когда принимается решение об их ликвидации. Пока что решение их ликвидации не принимается, потому что они, на мой взгляд, прекрасно справляются с возложенными на них обязанностями. Демьян, Запад вообще способен ввести такие санкции, чтобы российская экономика рухнула? Или все эти 19 пакетов только видимость санкций? Ну, смотрите, откуда основной источник валюты благосостояния? Природная рента в России. Соответственно, чтобы как-то повлиять, нужно этот денежный ручеек полностью обрезать. Если вы его полностью обрежете, рухнут западные экономики. Поэтому здесь без вариантов. Такие штучки можно проделывать с Ираном, поскольку Иран не ведущий поставщик и производитель энергоносителей на мировой рынок. А с ведущими поставщиками это нереально сделать. Переходим на чат нашей трансляции. Значит, пользователь пишет, чем мы можем ответить на конфискацию активов и на какую сумму? Видимо, пользователь из России. Ну, насколько я понимаю, по разным оценкам в России очень много западных активов. Чуть ли там не на 400 миллиардов. Их тоже можно конфисковать. Ну, конфискуют? Ну, насколько я знаю, пока, ну как, конфисковывали таким левым способом, а именно выставляли очень интересные условия, когда западным компаниям нужно было по требованию западных правительств выходить из России. Соответственно, там было сделано так, что они свои активы продавали за копейки. Но это не конфискация. Конфискация – это когда завод есть, бывший гуляет чувак. Два таких вопроса соединю в один. Ядерные силы проверены, можно теперь начинать переговоры. И, Степан Геннадьевич, кубинцы снова вливаются в соцлагерь. Карибский кризис не за горами. Ну, я думаю, что кубинцы будут использовать, в том числе и китайцы. Ядерные силы как проверены в том смысле, что что-то взлетело и, как нам сказали, попало. Но оно же не взрывалось. Это аспект не проверен. Я не думаю, что кто-то его хочет проверять, но тем не менее, ходить с формальной точки зрения. Да, даже синева взлетела без проблем. Так, следующий вопрос. Степан Геннадьевич, о чем там папа с Карлом шептались? Есть у вас версии? Есть. Поделитесь, это самое вкусное. Ну, как бы сейчас у Карла Третьего и вообще Британской империи не очень все хорошо идет, да? На Ближнем Востоке что-то не очень получается. С Россией не очень получается. Вообще как-то уже англосаксов перестают во что-либо ставить и борзеют, кому не лень, на них. Этими самыми гейчиками, индосов и европейцев крутит один, высокую права, крутит один человек по фамилии Паролин. Ну, вот папа Карла, Карл, не папа Карла, Карл. Папа Карла. Летал обсудить условия и размер индульгенции за определенные посреднические услуги, чтобы не так больно было бейчикам. Папа Карла. А как повлияет это на войну в Украине?
Никак. Никак. Этот человек Паралин многое поставил на то, чтобы сделать из Путина человека. Поэтому никак. Ой. Не то, чтобы это сильно удалось, но пока работает. Добрый вечер. Вопрос. Когда-то в Армении был случай, когда отец и два сына зашли в парламент Армении и расстреляли депутатов. Возможно ли нечто подобное в Украине? Возможно, когда будет команда и подготовлена группа. Все, в этом мире все возможно. Ну, вы знаете, сегодня там опять матерились, там вот это, трансляцию. Ой, не дали выступить. В общем, такой, конечно, шабаш просто в украинском парламенте. Ну, Зато Госдума не место для дискуссий. ну, в принципе, и Верховная Рада тоже, вы знаете. Ну, у вас хоть к этому какой-то шарм какой-то есть. Кто-то с кем-то подрался. Прикольно посмотреть. А тут все настолько уныло, все нажимают на кнопки. Все нормально. Значит, уважаемый Шелест, если сказать справедливо, если войну заморозить сейчас, Путин в каком-то смысле достиг своей цели, хотя на 40%. Если так, зачем так долго мутить и ни разу не остановить? Не достиг, нет. Никаких целей пока не достигнуто. Ну, наверное, за исключением такого хорошего старта по демилитаризации Украины. Остальные цели пока не достигнуты. Почему саксы так любят баксы, спрашивает Сергей. Потому что они плавают. Ой. Так. Смеются над вами, говорит, Степан где-то нашел место, где нет интернета и поселился там. Нет, здесь есть компания такая замечательная, есть Ростелеком, оптоволокно, мой хутор идет. Но это же Ростелеком. Что вы хотите? А вышка недалеко стоит, МТС и Мегафон. Но дело в том, что здесь, ну как, всякие военные базы авиационные, ну, и глушат все везде. Степан Тимура был моим собеседником сегодня. Степан Евгеньевич, спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо вам, что выслушали. Друзья, такой был непростой эфир, немножко тяжелый из-за этих проблем с оптоволокнами. Но, как говорится, всякое бывает. Главное, чтобы их на беспилотниках не было этих проблем. Все будет хорошо. Через неделю, будем надеяться, все будет лучше. Пожалуйста, поддержите, поставьте лайк и, конечно, берегите